Всем привет! Сегодня мы с Астрой запишем для вас небольшой ролик о том, как выучить команду столбик, или, как ее еще называют, суслик, с нуля. Эта команда является очень простой, и единственные навыки, которые вам понадобятся для ее изучения, это чтобы собачка умела сидеть и тянуться за вашей рукой с лакомством. Сразу оговорюсь, что мы используем немного разные подходы для того, чтобы выучить команды с практическим применением, такие как «стоять», «ко мне» или «рядом», и команды «трюки». Если мы говорим о командах с практическим применением, то мы подкрепляем только полное выполнение определенного действия собачкой, и этому есть две причины. Первое. Такие команды могут уберечь жизнь вашей собаки в сложных ситуациях. Например, вы можете остановить собачку, когда она пытается выбежать на дорогу, по которой несется автомобиль, либо же подозвать ее к себе в любой другой опасной ситуации. И вторая причина заключается в том, что большинство команд с практическим применением являются интуитивно понятными для собак. Например, любая собака от природы умеет стоять, сидеть, радостно прибегать к своему хозяину и следовать за ним. Если же мы говорим о трюковых командах, а команда столбик является именно такой, то здесь мы закрепляем ее выполнение поэтапно. То есть, когда собачка начинается ее учить, и у нее появляются первые успехи, мы ее уже активно хвалим, подкрепляем и всячески радуемся ее успехам. Этому тоже есть две причины. Первая причина в том, что трюки не всегда являются такими простыми для понимания собачки, потому что не каждая собака умеет от природы сидеть в позе суслика. И второе, трюки, они несут исключительно развлекательный смысл, как для вашей собаки, так и для вас, и потому к ним нет такого жесткого требования, чтобы они выполнялись беспрекословно и безукоризненно сразу. Итак, давайте начнем. Первым шагом к тому, чтобы научиться выполнять команду столбик, мы должны посадить собачку. Астра, иди сюда. Сидеть. Когда собачка сидит, можете уже похвалить. Ай, молодец, моя умничка, хорошо. И дальше вы начинаете тянуть ее за кормом вверх. Вот так просто. И как только начинают отрываться лапки, мы уже говорим: да, хорошо, 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 моя умница, хорошо, моя зайка. Вот, буквально оторвались лапки от земли, мы уже хвалим. И так постепенно, с каждым разом мы поднимаем ручку все выше, пока собака не сядет в позу суслика. Вот так, столбик, молодец. Хорошо, отлично. Когда собачка уже лучше начинает выполнять это упражнение, мы можем добавить само название команды столбик, столбик, или какой-нибудь жест, чтобы она запомнила. Например, у нас этот жест просто поднять руку вверх. Вот так. Молодец. Хорошо. Поощряйте собачку за каждое этап выполнения. Например, как только лапки оторвались от земли, сразу хвалите, всячески поощряйте и показывайте свою радость. Астра, идем еще раз сделаем. Сидеть. Хорошо. И вот так вот мы вытягиваем, пока собачка не сядет в позу суслика. Сначала собака может долго не просидеть в такой позе, она может только чуть-чуть приподняться, но все равно хвалите, поощряйте, она запомнит, что от нее нужно, и будет стараться делать лучше и чище с каждым разом. Со временем вы сможете посадить ее в позу суслика и подержать немножко на выдержке. Молодец. Столбик. Молодец. Хорошо. Астра. Молодчина, умничка. Ну и чтобы видео не было таким коротким, мы заснимем для вас бонусом еще две команды. Например, есть очень похожая команда по способу выполнения. Она у нас называется ходьба. Принцип тот же самый, как и столбик, но мы вытягиваем собачку, когда она идет. Вот, ходьба, 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 давай, ходьба, ходьба. Вот так, молодец. Астра у нас очень быстро научилась этой команде и даже более усовершенствованному ее выполнению, когда она крутится вокруг своей оси. Но это только потому, что у нас есть наш старший наставник Оливер, который уже умеет все это делать, и она просто повторяла за ним. Астра, покажи, круть, круть, круть. Молодец. Хорошо. Еще раз. Астра. Покажи. Астра, покажи. Покажи круть. Умница моя, хорошо. Хорошо, отлично. Опять-таки, как только собачка становится на задние лапы, сразу хвалите
Не обязательно сразу добиваться идеального, совершенного выполнения. Самое главное, чтобы на первых этапах собачка поняла, что от нее нужно сделать. Или стать на задние лапки, или сесть в позу суслика, хотя бы потянуться. Как только вы видите первые успехи, сразу хвалите, сразу подкрепляйте. Ну и следующая команда, которую мы покажем, это команда бочок, когда собака укладывается на бочок и лежит. Астра. Первый этап — это лежать. Отлично, молодец. Бочок, бочок, бочок. Хорошо, отлично, отлично, моя зайка, хорошо. Умница, умница, гуляй. Эту команду можно научиться выполнять, просто наблюдая за собакой в ее естественном поведении. Когда она укладывается таким образом, вы можете подойти, похвалить ее и сказать «бочок» и дать лакомство. Таким образом, она рано или поздно запомнит, что бочок — это вот такая поза. Ну а на сегодня все. Если вас интересует разбор еще какой-нибудь команды, обязательно напишите в комментариях, и мы снимем об этом ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!